Увидимся ли мы после смерти? Когда умирает кто-нибудь из близких, нам очень хочется знать, слышат, видят ли нас умершие после ухода в другие миры. Можно ли с ними связаться, получить ответы на вопросы? Существует много реальных историй, подтверждающих, что они где-то рядом с нами. В этих историях рассказывается о контакте потустороннего мира с нашей жизнью, нашей действительностью. Кстати, разные религии не отрицают того, что души мертвых находятся рядом с близкими. Мы часто вспоминаем ушедших в иной мир с грустью, тоской и болью в душе. Это и понятно. Нам больше никогда не увидеться на этом свете с теми, кого уже с нами нет. Их жизнь, пребывание на этой земле закончились. Они ушли, как принято думать и говорить, в иной потусторонний мир. Но так ли все на самом деле? Правда ли, что они где-то рядом, в параллельных мирах, все видят и понимают? Давайте вместе поговорим на тему, сможем ли мы увидеться после смерти. Ну что, поехали. Конечно, после погребения мы часто посещаем могилы усопших родственников, поминая их, какими они были в нашей жизни, в нашей судьбе. Увы, в жизни нам приходится терять близких и родных. Это сложный и горький этап жизни каждого из нас. Почти невозможно принять этот факт, что навсегда уходит близкий человек, что больше никогда мы не увидим друг друга. Все мы охотно верим в то, что есть и другая жизнь, другая форма существования. Нам хочется верить в то, что умерший перешел на следующий этап существования в другой мир, незримый, но существующий. Но так ли это на самом деле? Ученые утверждают, что тело является лишь земной оболочкой, внешней маскировкой, в которой некоторое время находится нерушимая сущность человека, наша душа. Понимание этого поможет нам пробудиться и осознать то, что ушедшие близкие – это гораздо больше, чем просто физическая оболочка. А сейчас я расскажу о важных вещах, которые мы должны понимать про смерть своих близких. Как утверждают многочисленные клинические и научные исследования, после смерти нас ждет воссоединение с ушедшими близкими. Те, кто однажды пережил клиническую смерть, входили в контакт с умершими близкими. Некоторым также удалось испытать это во время сна, используя обычные или более эфирные чувства. К сожалению, испытать подобный опыт удается лишь единицам. Что нужно делать, чтобы войти в контакт с умершими родственниками? Однозначного ответа нет. Кстати, чтобы суметь почувствовать присутствие умерших близких, молитесь и медитируйте. Это придаст спокойствие и умиротворение. В этом состоянии можно почувствовать их едва уловимое присутствие. Уединяйтесь с природой, их души везде, где тишина и покой. Как же оставшимся родным и близким принять смерть родного человека? Я думаю, что лучше всего попытаться сосредоточиться вот на чем. На ожидании с нетерпением, радости и благодарности, встречи с ним в другом мире. Но что нам еще остается? При потере близкого человека попробуй сосредоточиться на эмоциях, на ощущениях и ожидании. Они помогут отвлечься от горя и боли и предаться более добрым чувствам.
Нужно с нетерпением ждать того момента, когда мы снова встретимся со своим любимым человеком, который покинул этот мир. Мы можем испытывать радость от осознания того, что душа дорогого человека находится в лучшем мире, ждет нас. Представь себе, что ушедший находится в сказочно красивых местах, там, где в неземной красоте теряются голоса райских птиц, там, где свобода от испытаний и невзгод, от боли и страхов, которые нам приходится терпеть при земной жизни. Попытайся испытывать и благодарность за все то чудесное время, которое было проведено вместе, и за все те прекрасные воспоминания, которые остались. Поэтому, когда грусть становится слишком сильной, постарайся сосредоточиться на этих ощущениях. Ты же знаешь, что позитивные мысли, как спасательный круг на воде, оставляет нас на плаву, дает возможность выжить. Позитивные мысли облегчают наши переживания и горе. Они же и помогают вспомнить о том, что жизнь и любовь вечны. Кстати, как мы знаем, ушедшие в иной мир близкие иногда пытаются нам что-то сказать. Пожалуй, многие из нас слышали, что иногда происходит так, что душа умершего близкого старается передать нам какое-то важное послание. Чаще всего это может быть во сне. А вот как же его услышать и правильно растолковать? Есть среди нас и те, кто отправляется за получением сообщения от своих близких к экстрасенсу. Есть люди, которые могут быть посредниками между миром живых и миром мертвых. Надо сказать, что очень многие пользуются тем, что безутешные родственники хотят пообщаться с умершими близкими. Аферисты выдают себя за магов, колдунов и экстрасенсов и просто делают на этом большие деньги, никак не помогая, а наоборот усугубляя ситуацию. Поэтому в вопросе выбора экстрасенса нужно быть предельно осторожным. Но чтобы сэкономить время, деньги и нервы, я думаю, что не стоит ходить к экстрасенсам. Ясно же, что почти всегда и все сообщения, которые нам отсылают души из другого мира, примерно одинаковые. Они просто хотят, чтобы мы были счастливы. Знайте, что они живы и здоровы. Не беспокойтесь о них. Наслаждайтесь жизнью на земле и будьте уверены в том, что рано или поздно мы встретимся с ними снова. Если же ты чувствуешь некую вину, связанную с ушедшим человеком, возможно, ты однажды поступил нехорошо с ним, сделал ему больно, не сказал слов любви. Постарайся избавиться от этого чувства, отпустить. Помни, что каждая душа на земле уходит в свое время, поэтому не вини себя и не тревожь душу ушедшего. А все потому, что низкие энергетические эмоции обязательно помешают возникновению более мощных и позитивных энергетических потоков, тем самым отравляя вашу жизнь. Постарайся освободиться от различных переживаний, связанных с жизнью и смертью. Поверь, только смотря на смерть, как на очередной этап бесконечной жизни, можно почувствовать облегчение и жить дальше. Скажи, ты хоть раз задавал себе вопрос, почему мы должны умереть? Почему люди не вечны? Ответ прост. На самом деле мы не умираем,
а просто меняем внешнюю форму своего существования. Так же, как по утру мы надеваем чистую и свежую одежду, так же, как мы меняем свой гардероб, так мы и меняем наши тела для того, чтобы жить на этой земле. Для тех людей, кто смотрит на жизнь только как на земное существование, это изменение выглядит как страшный конец существования. Но это не так. Мы продолжаем жить в другой форме и в других мирах. Представь себе, насколько скучным было бы постоянное однообразие. Вот тебе простой пример. Представь какое-нибудь самое любимое твое блюдо. Представил? А теперь спроси себя, хочу ли я это блюдо есть каждый день на протяжении целой вечности? Как ты думаешь, что ты ответишь себе? Каким будет твой ответ? Думаю, что ты не захочешь делать это каждый день на протяжении вечности. Так же и с жизнью. Души тоже любят разнообразие, пространство и приключения, а не застой и рутину. Так что жизнь тоже подразумевает вечные перемены. Это отличная установка. Так ты освобождаешься от страхов и понимаешь, что на все есть свои причины. Скажи, ты когда-нибудь хотел остановить время? Особенно когда, наконец, все кажется, начинает идти хорошо. Все складывается. У тебя возникает желание остановить это время. Но небольшое размышление об этом поможет тебе понять, насколько это желание несвоевременно и неудачно. Для понимания некоторых вещей, связанных со смертью любимого человека, оглянись назад и попытайся понять, повлияла ли на тебя смерть близкого человека. С той точки зрения, что ты стал как-то совершеннее или изменил в себе что-то в лучшую сторону. Несмотря на то, что после потери близкого человека люди часто испытывают сильную боль и горе, некоторые из них не хотят беспокоить других своими проблемами и слезами. Возможно, ты будешь удивлен, но многие, наоборот, будут рады и даже счастливы помочь тому, кто в этом нуждается. Кроме того, когда ты вновь встанешь на ноги и ощутишь вкус жизни, ты сможешь отплатить той же монетой и помочь кому-то другому. Эта простая истина способна облегчить боль потери, а также позволит проявить твои лучшие качества, такие как доброта и милосердие по отношению к другим. Важный совет. Если у тебя умер близкий человек, очень важно разделить это горе с кем-то, не замыкаться в себе. Лучше разделить горечь утраты. Конечно же, в первую очередь речь идет о родных и близких. Кто, как не члены твоей семьи, помогут тебе справиться с горем? Это также могут быть близкие друзья, знакомые. Некоторым в такой ситуации помогает работа и общение с коллегами. Ну а если у тебя нет рядом близкого человека, с которым можно разделить свое горе, можно обратиться к психологу. Это именно тот случай, когда к нему можно и нужно обращаться за помощью. Да, нам очень сложно принимать смерть любимых людей, однако мы можем смягчить боль утраты, поменяв свое отношение к смерти. Не стоит воспринимать ее только как физический процесс, но постарайся относиться к ней как к духовному переходу нашей души к вечной жизни. Будь осторожен и терпелив к самому себе, когда скорбишь и грустишь об ушедшем в мир иной родственнике. Попытайся сохранить широкую перспективу понимания и восприятия жизни и смерти.
Это облегчит твое горе и сделает жизнь светлее.